Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы регулярно встречаемся, чтобы просто поболтать. И сегодня будет такое видео. Но сегодня видео будет немного менее традиционное, потому что сегодня я буду говорить о себе. Никогда такого не было, и вот опять, да, как говорил Черномырдин, я думаю, да, кажется, это говорил Черномырдин. Но я буду рассказывать о себе в контексте, как я вообще решила стать преподавателем русского языка, как я дошла до жизни такой, почему я преподаю русский язык. И почему я выбрала эту тему? Потому что недавно, несколько дней назад, неделю назад, я просила вас рассказать о себе. Может быть, вы видели эту анкету, может быть, вы даже написали свои ответы. И это было очень классно. Очень, знаете, это было очень необычно. Сейчас объясню, что я хочу сказать. Когда я записываю эти видео, я одна в комнате. Здесь никого нет. И поэтому мне кажется, что я говорю с пустотой, что я просто говорю сама с собой. И, конечно, потом я вижу ваши комментарии, и спасибо большое за комментарии. Но как вам объяснить, когда мы онлайн, у нас нет человеческого контакта, у нас нет человеческого контакта. И когда я читала ваши ответы, то у меня была такая объемная картина, такая 3D. Я могла представить вас. Я видела очень много классных, смешных историй. Например, как кто-то начал учить русский язык, потому что, путешествовал по всей России, и это, на поезде Транссибирская магистраль. Потом истории о том, как кто-то начал учить русский язык во время холодной войны, и кто-то тоже был такой бунтарь и начал учить русский язык просто чтобы, не знаю, доказать другим и доказать себе, что жизнь такая трехмерная, объемная, 3D. А еще ваши ответы дали мне очень много идей для следующих видео. Например, анонсирую, какие будут видео. Например, что делать, если вы понимаете, когда говорят учителя русского языка, но вы совсем не понимаете, когда говорят носители в обычной жизни, что делать в этом случае? Или как автоматизировать грамматику в речи, потому что вы знаете правила, вы знаете, где что нужно говорить, но когда нужно говорить, это уже совсем сложно. В этом случае тоже есть разные варианты, разные техники. Я тоже про это хочу рассказать. В общем, я написала целый список, поэтому потихоньку, помаленьку эти темы мы будем обсуждать на этом канале. Поэтому не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропустить эти интересные новые видео. Я решила сегодня вам рассказать немного больше о себе, потому что, да, вы знаете, что я преподаю русский язык, это не секрет, но я поняла, что на своем канале я, наверное, никогда не рассказывала, почему я стала преподавать русский язык, где я училась, какие были мои сложности, какие были мои открытия, инсайты. В общем, немного тоже рассказать о моей философии, педагогической философии. Поэтому берите чай, если вы пьете чай, кофе или
Может быть, что-нибудь более интересное? Я сегодня пью чай, и это зеленый чай сенча, я думаю так, с ананасом и кокосом. Видите, сегодня у меня немного такое тропическое настроение, поэтому давайте начнем. Наверное, я начну издалека. Когда я была еще в школе, как так получилось? Я не думала, что я буду учителем русского языка. Я не думала, что я буду преподавать. Хотя, когда я училась в школе, у меня был короткий период в пятом классе, в шестом классе, когда я хотела быть учителем русского языка. Но потом, когда нужно было выбирать университет, куда ты пойдешь после школы, мне было очень сложно выбрать факультет, потому что я не знала, что конкретно я хочу делать, какие у меня были варианты. Филология, куда я потом пошла, на какой факультет. Филология, история, журналистика. А, я хотела, думала быть логопедом. И еще как один вариант у меня был быть стюардессой. Я серьезно думала, что я хочу стать стюардессой. Юристом тоже. Ну, в общем, было много вариантов, но у меня не было уверенности, что я хочу делать. И поэтому я подумала, хорошо, я пойду на филологию, лингвистику, потому что это очень широкая гуманитарная дисциплина. И в теории, если я захочу заниматься историей, журналистикой, не знаю, чем угодно, филология, лингвистика — это серьезная база, это фундамент для любых гуманитарных наук, для любых гуманитарных дисциплин. Наверное, как наверное, как математика для математических, для технических дисциплин. И когда я училась в университете, то на третьем курсе я начала работать, и я занималась копирайтингом, я занималась, текстами для социальных сетей. И после университета, когда я закончила университет, то я пошла работать в одну IT-компанию. И я пошла работать туда маркетологом. Ну, в основном это были тексты, пресс-релизы, нужно было много писать. Я проработала там год и потом ушла, потому что мне было, скажу честно, так скучно. Мне было так неинтересно. У меня было ощущение, что я не на своем месте. Ну, например, в конце месяца весь отдел, наш департамент, подводит итоги и говорят: "Ура, мы сделали первое, второе, третье, у нас конверсия выросла на 3%". И все такие: "Ура!" А я стою и думаю: "Мне вообще все равно". Через год я ушла с этой работы, я уволилась, и я не знала, чем заниматься. Был июнь, и я была в такой растерянности, потому что, мне не хотелось заниматься маркетингом, мне не хотелось писать тексты. Я думаю, вы тоже сейчас видите, что я не пишу никакие тексты, я не веду свои социальные сети. И я не знала, что мне делать. И в один момент я вспомнила, что у меня есть диплом. Я пошла просто в соседнюю школу, школу, которая была на моей улице, 5 минут от моего дома. И я пришла туда и сказала: "Здравствуйте, меня зовут Ярослава, у меня есть диплом. Может быть, вам нужны учителя русского языка и литературы?" И мне сказали: "Да, замечательно, у нас как раз ушла преподавательница на пенсию, у нас как раз есть для вас место, у нас есть кабинет". И все.
буквально за один день меня взяли на работу в эту школу. Это была обычная школа, и так моя жизнь изменилась. Знаете, несколько видео назад я рассказывала, что у меня был такой экзистенциальный кризис, что я не чувствовала зеленый свет, что мне казалось, что все как-то медленно, что все как-то, ну, не складывается, не получается. И когда я начала работать в школе, то у меня жизнь просто полетела, не знаю, с космической скоростью, со сверхзвуковой скоростью. В сентябре, когда начался учебный год, и я начала преподавать в школе детям, школьникам, то это было просто в 100 раз интереснее. И больше всего мне тогда понравилось, запомнилось, м, наверное, 2 вещи. Первая вещь — это чувство свободы. Может быть, со стороны кажется, что школа, университет — это очень строгие, очень закрытые, институты, места, где все очень серьезно, где все очень, ам, регламентировано, где все очень формально. Но когда ты внутри, ты понимаешь, что у тебя, как у учителя, есть очень много свободы во время урока. Ты можешь сам выбирать методику, ты можешь сам выбирать, как объяснить материал, что рассказывать на уроке, как этот материал показать, как проверить. И вторая вещь — это коннект. Это взаимоотношения со студентами. Ты видишь реакцию, ты видишь эмоции, ты сразу видишь, понятно или непонятно, зажигает это студентов или не зажигает. Когда я работала в школе второй год, я решила поучаствовать во всероссийском конкурсе преподавателей, и я выиграла в этом конкурсе. Но не я одна, если честно. Там было, кажется, 25 победителей со всей России. И мой проект был это была игра литература XIX века и история XIX века, как их можно соединить в игровом формате. И нас всех, победителей, отправили в Финляндию, и это был шок. Это был мой второй раз, когда я была за границей. И в Финляндии мы ходили в разные школы, и там мы учились, как преподают в Финляндии. У нас была встреча с финской писательницей Росой Ликсом, и она финка, но она путешествовала по России, она училась одно время в Москве, и у нее есть роман о ее путешествии по России. Она тоже говорила по-русски, и мне было так интересно посмотреть на русский язык с другой стороны. И что-то щелкнуло, знаете, щелкнуло. Потом, после этого конкурса, после этой поездки мы вернулись, обратно в Россию. Я продолжила работать в школе, и я подумала, что можно делать следующий шаг. И я решила поступить в Высшую школу экономики в Москве. Это, как вам сказать, наверное, это сейчас один из лучших университетов, в России вообще. И что интересно, когда я только начала работать в школе, и я смотрела разные материалы, готовилась к урокам постоянно, я читала и смотрела много видео преподавателей из Высшей школы экономики, и я думала: "Вау, я хочу там учиться, я хочу поступить в этот университет, я хочу поступить туда на магистратуру". Но мне казалось это абсолютно невозможным. Я думала: "Где я? Я
закончила обычный региональный, э, университет. Я работаю просто в обычной школе. Я только начала работать в школе. Я думала, где я и где Высшая школа экономики. Но через 2 года я поступила туда на магистратуру, на эту программу, на которую я хотела. И тоже в Москве я начала работать в международной гимназии. Тоже я преподавала русский и литературу. Но это была международная гимназия. И в этой школе я работала не только с детьми-носителями, но в этой школе еще учились дети ученых, которые приезжали в Россию работать в институтах, ученые из других стран. И их дети или не говорили по-русски, и их нужно было учить русскому языку, или они очень плохо говорили, и мне нужно было их адаптировать к тому, чтобы они учились с носителями русского языка. Было время, знаете, это был 2018-19 год. Вот тогда еще много ученых приезжало в Россию из других стран. Да, было время, было время. И когда я начала работать с этими детьми, мне нужно было перестроить свой мозг. Потому что, конечно, говорить на языке и знать язык не равно уметь его объяснить и понимать причинно-следственные связи, понимать, почему так и что с этим делать. Я думаю, те из вас, у кого есть партнер русскоговорящий, муж или жена носители русского языка, я думаю, вы знаете, что часто они не помогают учить русский язык, а, может быть, делают изучение русского языка еще сложнее. Потому что для них многое автоматически. Нам не нужно думать, нам не нужно выбирать, мы просто знаем. Поэтому мне нужно было снова проходить разные курсы, изучать методику преподавания русского как иностранного, читать много, изучать много, слушать много, смотреть много, практиковать много. И это было просто супер. И в это время я работала в школе, в этой гимназии, и у меня были индивидуальные студенты. И у этих студентов был абсолютно разный уровень. А0, А2, Б2. И мой мозг просто работал 24/7. Мне все время нужно было себя спрашивать, а, что я знаю, как я говорю, почему я так говорю, а, почему я думаю, я говорю так, а не по-другому, как сделать это понятно другому человеку, студенту на его уровне. Еще мне очень помогло то, что я работала в школе до этого или параллельно с преподаванием русского как иностранного, потому что в школе я автоматизировала максимально, методическую сторону. Как построить урок, как делать задания, как сделать так, чтобы все повторялось, как автоматизировать понимание, как проверять задания, как поддерживать динамику занятия, как давать обратную связь. Я работала в очень хороших школах, где методически, ну, это методически были хорошие школы, у нас были хорошие учителя, хорошие преподаватели. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое, что у меня была такая база. И потом я подумала, что мне гораздо интереснее заниматься русским как иностранным. И все, я ушла из гимназии и начала заниматься только русским как иностранным. И в этом же году, какой это был год? В том же году
21, да, в 2021 году, когда я была в Грузии, я подумала: "Блин, можно начать YouTube-канал". И все, и так я начала делать видео на "Ютубе". Со временем, когда я делала больше видео, я поняла мой прошлый опыт, что было эффективно и что работало. И с точки зрения "Ютуба", с точки зрения контента, что может быть полезным. Так у меня сформировалась какая-то философия, принципы канала. Да, ну, например, вы знаете, что я на этом канале практически никогда не говорю по-английски. На этом канале мы принципиально говорим по-русски. Другой принцип — это адаптированный русский, но естественный русский. В своих видео, в этих видео я говорю так, как я говорю в обычной жизни. В этих видео я говорю так, как я бы говорила с друзьями. Но я адаптирую структуры, и я адаптирую лексику, и я адаптирую порядок слов в предложении, чтобы русский язык был не такой хаотичный, как он может быть в обычной жизни, а немного более причесанный, немного более аккуратный. И для меня важно, чтобы вы, зрители, чтобы студенты тоже привыкали к натуральному, к естественному потоку речи, и вы могли понимать носителей. Я много рассказываю про историю, про культурологические вещи, потому что на высоком уровне, а я говорю высокий уровень как B1+, невозможно понять русский язык, невозможно понять логику русского языка, если ты не знаешь какие-то культурные вещи. Я действительно хочу, чтобы вы лучше понимали носителей, чтобы вы могли свободнее чувствовать себя на русском языке, чтобы вы могли понимать литературу, новости, друзей, понимать цитаты, почему друзья смеются. И что бы я хотела добавить на этот канал, это сложно, но я стараюсь. Это повторение лексики. И когда мы читаем Learn Russian with News, вы слышите, что я регулярно говорю: "О, смотрите, это слово у нас уже было в прошлом видео, это слово у нас уже было, эта структура у нас уже была". Чтобы было повторение. На "Ютубе" это сделать гораздо сложнее, практически невозможно, потому что каждое видео смотрят новые люди, и нельзя сделать цепочку, нельзя сделать систему. И поэтому все свои педагогические, методические таланты я реализую в своей годовой программе. Последовательно, постепенно, шаг за шагом усложнять, добавлять, проверять, систематизировать, адаптировать. Поэтому, если вы хотите лучше понимать аутентичные материалы, если вы хотите понимать носителей, я от всего сердца вам рекомендую свою годовую программу. Ссылка в описании. Вы можете посмотреть всю информацию. Но главная цель этой программы — это понимать аутентичный русский язык и понимать русский язык на глубоком уровне. Понимать, знаете, как культурный код, ДНК языка. И я хочу сказать вам большое спасибо за ваши ответы, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я буду рада вас видеть в годовой программе. Я буду рада вас видеть в новых видео. И я надеюсь, вам было интересно слушать о моей истории. Знаете, я тоже поностальгировала. Ну что, дорогие друзья, на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.